Ну что ж, друзья, приветствую вас всех в эти жаркие летние дни. Какие же они жаркие, правда? Ну что ж, настало время для нового обзора на мой новый кемп, ферму, который, как я обещал, подходит больше всего для персонажей с мутацией травоядной. И сейчас я вам покажу его. Ну что ж, погнали! Итак, собственно говоря, построив кемп, я заметил, что он прилегает к такой вот дороге федерального значения. И от него идет вот такая гравийная дорожка. Давайте мы сейчас прогуляемся с вами по ней и дойдем до моего кемпа. Вот так вот выглядит дорога. Причем, когда я строил кемп, я даже не заметил ее. И по итогу в финале я уже обнаружил ее. И получилось вот так вот интересно. Ну что ж, по старой доброй традиции начнем с обоснования места, почему выбрали это место. Итак, собственно говоря, как я уже сказал ранее, все это затевалось ради того, чтобы найти выгодное место, ферму для персонажей с мутацией травоядной. Я потратил очень много времени, и, собственно говоря, вот это место, размещаемся мы вот здесь. Недалеко у нас находится локация строительная фирма Дент и сыновья. Рядом есть локация «Живописный вид» еще. Мастерская «Федеральное поле для захоронений HZ-21». Относительно недалеко убежище 96. Ну и еще можно сказать, что рядом, скажем так, тоже недалеко, это станция RAG. Вот. Какие рассматривал еще варианты? Соответственно, был вариант фермы Арнхолтов. Был еще вариант в Клюквенном болоте, недалеко от фермы Мака и от стейкхауса Генерала варианты были. Варианты вот здесь вот пониже еще были. Но я все их отмел, по итогу остановился на этом. Этот вариант оказался самым классным. И сейчас объясню почему. То есть, смотрите. Здесь произрастает очень много растений, которые нужны даже вот от самой игры, которые нужны нам по мутации травоядной. То есть первое преимущество, соответственно, ключевое, да. И далее это место еще совмещает в себе такое преимущество, как посещаемость. Понятное дело, что помимо того, что мы хотим, чтобы это был как бы наш рабочий кемп, наша ферма, но тем не менее мы также хотим продавать предметы. Поэтому данное место из всех оказалось относительно самым посещаемым. То есть, смотрите, обычно у нас, получается, люди зачастую строятся вокруг курорта White Spring. Они вот так открывают карту, хоп, замечают нас, прилетают. Также захватывают мастерскую, тоже иногда заглядывает. Также, смотрите, здесь точка есть Чарли для отправки ядерных бомб. Тоже, опять же, бомбу отправили, иногда прилетают. И также есть станции для торговли. Тоже, если там кто-то продает предметы, то потом, опять же, приходит к нам. То есть место, хоть это и отшиб, как вы видите, да, это граница карты, но тем не менее место посещается, то есть народ сюда приходит, поэтому можно насчет этого не переживать. Ну что ж, теперь плавно, я думаю, перетекаем к обзору кемпа. Вот так все нас встречает. И, собственно говоря, начнем с места спауна, когда мы перемещаемся сюда. Спавнимся мы зачастую вот здесь, либо же вот здесь. И нас сразу же встречают такие указатели, которые ведут нас в вот такую торговую зону. Выполнены в таком стиле. С посланием о том, что я люблю всех покупателей. Как по мне, получилось очень интересно. Далее, соответственно, нас уже встречает такой вот внутриигровой предмет трактор. И моя ферма, которая состоит из 3 полос мутафрукта. Одной полосы грядки, скажем так, это тошка, и одна грядка это кукуруза. Вот так вот это выглядит у нас. Далее вот здесь вот вы можете заметить, тоже это относится к преимуществам кемпа, вот стоят разносторонние растения. И это все внутриигровые предметы, я их не сажал, поэтому мы экономим место в кемпе и получаем как раз таки за счет этого преимущества в растениях ввиду большого объема. То есть вот тошки, например, так вот растут. Также вот тут произрастает у нас
цветки моркови. Там вот тоже произрастают. Собственно говоря, это тоже является одним из преимуществ. Далее, смотрите, здесь у нас получается, я поставил грядку тыкв и натыкал немножко бритвозлака и арбуза. Все остальное, что вы здесь видите, это ежевика, тошка, цветки моркови, это все внутриигровой предмет, то есть они растут здесь, мы не тратим бюджетное место, поэтому, собственно говоря, пользуемся. Ну и, собственно говоря, по растениям ключевое, из-за чего вообще здесь кемп и стоит, это у нас клюква. Самый необходимый ингредиент для мутации травоядной. Если смешать клюкву, сахар и тыкву, которую здесь тоже посадил, мы получим прибавку плюс 25% к опыту. Довольно-таки классный баф. Опять же, при условии, если у вас есть такой вот навык толпа странных. Положительный эффект мутации на 25, ну, скорее всего, процентов сильнее, если ваши соратники тоже мутировали. Вот. Да, собственно говоря, ключевое. И здесь располагается 4 куста. Вот я показал. Раз, два, три. И вот здесь 4-й куст. Соответственно, имея перк садовник, вы с этого всего получаете уже не 4 плода, а 8 плодов. Что, в принципе, хватает на 1-2 дня активной игры спокойно. За это время же вырастает новая партия, и, собственно говоря, и так далее по кругу вы идете, все это дело собираете. Далее еще по растениям вот здесь тоже покажу. Произрастает, соответственно, цветок, это ягода хлопушка, которую, если тоже сварить, она дает плюс к урону. Далее здесь вот тоже цветки моркови. Опять же, там по краям тоже куча ежевики полные. Здесь у нас также ягода хлопушка тоже есть дополнительная. И опять же, как я вот говорил, да, здесь ежевика, ежевика и ежевика, то есть вот она кругом. Поэтому это, можно сказать, что рай для травоядного. Далее, естественно, после этой фермы у меня идет вот такая зона для готовки. Вот так она выглядит. Это не обращайте внимания, турели воюют с белыми оленями, про которых я расскажу чуть позже. Вот так она выглядит, зона готовки. Здесь как раз мы вот готовим на этой плите различную пищу. Здесь уже мы готовим, сбраживаем напитки. А здесь я поставил терминал для того, чтобы сразу при перемещении в кемп можно было выбрать свой уже такой билд. Вот он у меня второй. Он у меня как раз создан для готовки, для работы в кемпе. То есть там починка различная, создание предметов и прочее. То есть чтобы сразу же карты не перемещать, все у вас сразу в одном месте. Очень удобно, на мой взгляд. То есть такой рабочий билд. Если кто не знал, как бы пользуйтесь. На здоровье. Очень классная штука и помогает сэкономить очень много времени. Вот так все это выглядит со стороны. Такая вот скамеечка еще рядом. Далее вот здесь вот такая зона с 6 водосборщиками грязной воды. Что тоже, в принципе, нам нужно. Мы собираем отсюда воду грязную, кипятим ее здесь и, соответственно, берем еще фрукты с фермы и дальше уже варим все это дело. Также поставил здесь дополнительный ящик для разборки и кэмп. Собственно говоря, при постановке кэмпа вот в этом месте, получается, телепортация у нас идет вот сюда, либо же вот сюда. Так, ну дальше у нас бочка радиоактивная. Кто играет на крови, знакомы с ней. Она очень у нас упрощает процесс получения радиации. И из-за этого, скажем так, ну, все у нас намного проще идет. То есть не нужно есть какую-то протухшую еду или еще что-то. Далее поставил такое джакузи. Одно из относительно недавних нововведений. Ну и далее идет коллектрон-сборщик для ресурсов. По левой стороне у нас после зоны готовки идет лавка Беккета и вот такой вот манекен. Все это образует вот такую вот аллею с освещением, которая ночью, в принципе, выглядит довольно интересно. Далее здесь располагается два бунгало. Первое бунгало жилое, второе бунгало техническое. Начнем, наверное, с жилого. Вот так вот у нас это все выглядит. Все, в принципе, единообразном стиле. Ничего не выделяется. Все старался подобрать именно, чтобы максимально сочеталось. На мой взгляд, получилось
Очень интересно. Так, сейчас вам все продемонстрирую. Да, это у нас, собственно говоря, Беккет. Вот так я его нарядил, да. Не обращайте внимания, не удивляйтесь. А это у нас стойка для ремонта силовой брони и вход в бункер вместе с костром. Вот так вот я решил оформить немного вход в бункер. Добавить указатель. Перед входом в технический бункер поставил преобразователь патронов, так как он уже туда не вылезал, и рационально было вынести его за пределы. Соответственно, что у нас по техническому бункеру? Все основные верстаки, которые чаще всего используются, плюс симптомат по центру. То есть все это, на мой взгляд, как бы выглядит в то же время просто, а в то же время и красиво, я считаю. То есть вот так вот. Вот такие вот у нас виды открываются из бунгало. Также здесь тоже покажу. Вот у нас вот так. И вот так. Так все это выглядит. Туда вдаль простирается у нас взгляд. Что ж, ну и осталась еще вот такая вот зона по добыче у меня, вернее, по фильтрации воды. Здесь стоит 8 станций по очистке воды, которых, в принципе, хватает, чтобы полноценно разбавлять что-то. То есть это антирадийные стимпаки. Или готовить. Вот так все это я разместил. Также за место опор лэп, как вы уже могли заметить, я использую вот такие вот фонари, светильники, что, на мой взгляд, намного практичнее. То есть они помимо того, что просто соединяют электрические линии, они еще и дают свет. Что, на мой взгляд, очень и очень практично. По разводке, то здесь я вот долго очень думал, куда поставить генератор. По итогу решил сюда. Не стал отдельных помещений городить, потому что бюджетное место уже, к сожалению, закончилось. И приходилось немножко ужиматься. Если бы было немного больше, то развернулся на широкую ногу. Так все это выглядит. С крыши на крышу. 2 бунгало запитаны. Соответственно, далее все это выходит на вот такую аллею у нас. И уже идет вот так вот питание на торговую зону подается. Здесь же оно, как я уже говорил ранее, вот по таким светильникам, которые помимо того, что все это дело соединяют и проводят электричество, они еще и дают освещение. Так все выглядит. Так, белые олени, про которые я обещал рассказать. Собственно говоря, здесь у нас постоянно спаунятся белые олени, поэтому вам нужно обязательно будет поставить защиту. Вот, поэтому предлагаю вот так вот поставить 2 турели, чтобы у них был хороший обзор. Ну и, соответственно, самое шикарное место — это внутриигровой предмет ветряк, на вершине которого у нас есть вот такие вот 2 полосочки, на которые можно поставить турельки, у которых будет просто шикарнейший обзор на ближайшую местность. Посмотрите, да? Соответственно, если вы имеете мутацию сумчатый, допрыгиваете, ставите туда турели, и они более чем справляются с поставленной задачей. То есть лучше места здесь ну просто не найти. Наверное, только вот здесь, но у меня уже туда границы компании хватает. Если вы как бы его подвинете, то здесь тоже можете поставить, все это забаррикадировать. Тоже как бы еще можно сказать, что преимущество — это рядом вот такая внутриигровая локация, неотмечаемая, поэтому при желании здесь тоже можно полутать, например, какие-то различные медикаменты или хлам. Если вдруг у вас резко дефицит и вам нужно, можете сюда заглянуть. Также вот здесь есть заброшенный дом, который тоже можно заглянуть, но там по хлабу, если не ошибаюсь, не так много, поэтому имейте это в виду, но тем не менее. Ну что ж, получилось как-то так. Наверное, будем заканчивать. Про все важное, я думаю, сказал, все преимущества отразил. Если для кого-то, или кто-то, вернее, задавался данным вопросом, где же построить мне второй кемп-ферму, чтобы у меня всегда была клюква под рукой, и все это можно было сразу приготовить, то вот там шикарное место. То есть я потратил довольно много времени, посмотрел другие локации, построил там кемпы, но все выходило довольно-таки неудачным. То есть места были, скажем так, не самые лучшие.
А здесь, я считаю, одно из самых лучших мест для травоядного персонажа. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. Ребята, вы лучшие. Надеюсь на ваши комментарии, на вашу поддержку, на лайки, репосты. Это все очень сильно поможет каналу. Также, если у вас какие-то есть вопросы, или вы хотите поделиться своими результатами на основе моих обзоров, то с радостью прям посмотрю ваши результаты, оценю, прокомментирую. Поэтому не стесняйтесь, скидывайте, задавайте вопросы. Всем еще раз большое спасибо. До скорых встреч.